Друзья, приветствую вас, вечерний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, что происходит на рынках, какие важные новости. Сегодня вообще встряска была мощнейшая. И посмотрим, к чему это приведет на вечерней сессии и в ближайшей обозримой перспективе. Так, друзья, ну конечно же сегодня не сходит с повестки дня санкции, которые американский президент ввел против Российской Федерации, юридических, физических лиц некоторых, а также против покупки госдолга. Но смотрите, по поводу покупки госдолга, запрета, ограничений, это на самом деле шаг, он уже давно назревал. Потому что, по мнению капиталистов, торговать долгом, то есть отдавать другим свой долг и получать за это деньги и активы, могут только развитые страны, которые производят прибавочную стоимость. Соответственно, те страны, которые прибавочную стоимость не производят, а добывают сырье, но зачем им кому-то продавать свой долг? С точки зрения экономики и политэкономики это вполне обоснованный и логический шаг. Вопрос этот назревал уже давно, потому что американские фонды, американские инвесторы покупают российский госдолг, хорошо на нем зарабатывают, при этом инвестируя в российское государство. И они не покупают на эти деньги то, что связано с Соединенными Штатами. А это ай-яй-яй. Здесь я хочу заметить, что вот любая ситуация, она развивается волнообразно. Есть восход, есть закат, есть пик, есть спад. Здесь вот мы наблюдали, как эта ситуация с санкциями развивалась. Вначале, когда Байден пришел, ужас-ужас, потом вроде отпустил, и потом опять ужас-ужас. Потом отпустил, потом он назвал убийцей, потом он позвонил и предложил встретиться, на следующее утро, бах, он говорит, я ввожу санкции. Но на самом деле, когда он позвонил и сказал, что он готов встретиться, я уже подумал, что что-то это как-то, просто нелогично и не по-американски. Должна быть концовочка, и концовочка пришла прямо на следующий день. Вполне как бы в духе американской политики протянуть правую руку, пожать, а левой ударить хук. Ну так было всегда, от этого никуда не деться. Все крупные страны, сильные игроки, они ведут себя приблизительно одинаково с теми, кто недостаточно, по их мнению, силен. Это естественный отбор, это Чарльз Дарвин. Здесь просто не надо испытывать иллюзий, что вот появится какая-то хорошая страна, которая будет всеми руководить мудро. Нет. Здесь любое образование, любое существо, которое получает безграничную власть, которое не контролируется, не меняется, оно все время будет нехорошо себя вести по отношению к другим образованиям и другим существам, потому что нет системы сдержек и противовесов. Да, американская система, она в чем-то несовершенна, но по крайней мере на текущий момент человечество ничего более эффективнее не изобрело. Не скажу лучше, более эффективнее. Итак, друзья, здесь санкционное давление будет нарастать, потому что цель Соединенных Штатов вырвать Россию из орбиты Китая. Поэтому, как бы ни казалось, что там все будет хорошо, пока вот эта цель не будет достигнута, я думаю, давление будет неуклонно по вектору России. То есть будут периоды откатов, когда будет вроде бы все хорошо, потом будет усиление, но в целом тренд будет на увеличение санкций и вырывание России из геополитической орбиты Китая. Соответственно, к чему это ведет? Это ведет к тому, что рубль будет обесцениваться. Это будет происходить волнами, но при текущей ситуации политической никуда от этого не деться. Давайте перейдем к календарю. Здесь что у нас интересно? Вышли данные по поводу первичных заявок на получение безработицы в США. Они вышли очень позитивные, значительно меньше, чем ожидалось, и значительно меньше, чем было до этого. В соответствии с этим можно сделать вывод, что американская экономика цветет и восстанавливается. Если перейти к такому индикатору, как рефляционный бустер, здесь отношение капитализации маленьких компаний к хай-тек гигантам, соответственно, мы видим, что здесь произошел отбой от поддержки и пошел рост. То есть начали развиваться, расти маленькие компании, маленькой капитализации, а всегда рост малого среднего бизнеса
это процветание любой экономики. Рост крупного бизнеса – это монополизация, это первая стадия дикого капитализма, которая ведет к перекосам, кризисам и к различным неблагоприятным последствиям. Только когда дают свободу, инициативу малому, среднему бизнесу, тогда начинается рост и процветание. Итак, количество первичных заявок вышло значительно меньше, чем предполагалось, но здесь все это в пределах флуктуаций. Мы с вами неоднократно наблюдали, когда они выходили то меньше, то больше. Тренд идет, конечно же, на снижение этого значения, но, обращаю внимание, докризисный уровень это 150-200 тысяч. Мы пока и близко к этому значению не подошли, и поэтому говорить о том, что произошло восстановление, я думаю, очень и очень преждевременно. Вот когда будет 200 и это значение будет держаться на протяжении месяцев, тогда можно говорить, да, все, ковидные раны зажили и экономика восстановилась. Так, далее индекс производственной активности Филадельфии вышел хороший, здесь все отлично. Базовый индекс розничных продаж тоже отличный вышел, в 1,5 раза больше, чем предполагалось, а до этого так он вообще был отрицательный. То есть люди начинают тратить, они верят в завтрашний день, но вопрос заключается в том, вот из этого роста какая доля именно за счет того, что стали больше производить товаров и услуг, а какая доля возникла, исходя из того, что подорожало сырье, увеличились издержки из-за логистических сбоев. И поэтому на самом деле здесь не вполне однозначный ответ. Вот эта цифра выросла, а насколько это полезно и насколько она соответствует действительному восстановлению. Ну и вот, собственно говоря, объем промышленного производства, он 1,4%, предполагалось 2,8% месяц к месяцу. То есть он не коррелирует с тем, что происходит в росте розничных продаж. То есть это вот является косвенным подтверждением того, что рост идет за счет инфляции издержек. Так, ну если российскую прессу посмотреть, она просто ужас-ужас. Но с другой стороны, как будто не знали, что санкции будут вводить. Это же уже было понятно еще в ноябре, когда демократы пришли к власти. Неужели у кого-то была иллюзия, что какое-то будет решение вопроса и какие-то послабления? Не будет. Если будет, то временно. Пока как бы геополитический и политический узелок не решен, все будет только по нарастающей. Так, друзья, ну вот в Америке проблема, там избыток вакцин, которые скапливаются и не могут они никак употребить, уколоть. Ну, в общем-то, это из серии «Дайте мне таблеток из жадности, да побольше, побольше». Ну, надо было, с Бразилией хотя бы делиться. Потому что уже месяц, 2 недели, как было понятно, что там вакцин просто реально больше, чем они могут их использовать. В то время как Латинская Америка задыхается. Можно было еще 2 недели, месяц назад направить поток в Бразилию, чтобы там не было ковидного ужаса. Так, ну вот по мнению Bloomberg, те санкции, которые ввели, они на самом деле не такие страшные, как помпезно заявлялись. Долгом российским на вторичном рынке можно будет торговать, ну и против большинства и наиболее значимых олигархов и лиц никаких действий не предпринято, и поэтому, в общем-то, мы получили на рынке ту ситуацию, которую сейчас можем наблюдать. Так, друзья, ну что же такое произошло на рынке, а десятилетние трежерис американские, они обвалились и просто улетели. Пробили и 1,55 и ушли даже ниже. Если они закрепляются ниже значения 1,55 и неделю закрывают таким образом, то вот это движение вниз продолжится, и здесь цель будет возможно даже на 1,06, вот сюда вот. Ну, если такое движение произойдет, то рынки могут и дальше находиться в текущей ситуации. Здесь, конечно, вот эта доходность, она носит характер сложного влияния на рынке, но в целом, по логике вещей, если в рынок идет много и дешевых денег, то долговые инструменты должны дешеветь, они должны давать меньшую доходность. Вот, соответственно, то есть если здесь происходит рост, то получается деньги либо в рынок не идут, либо их не дают. Вот, и поэтому здесь я так полагаю, что вот это движение, которое началось на снижение доходности, оно
связано с тем, что убрали те препоны, которые позволяют получать дешевое финансирование. Но потому что во времена, которые были раньше, вообще-то, когда начиналось падение доходности по трежерис, это к чему-то нехорошему вело. Так, друзья, далее S&P 500, SFD, ну здесь на фьючерс дневной таймфрейм, здесь в общем-то идет движение наверх, безальтернативное. Единственное, на что хотел обратить внимание, объемы уже не те. То есть движение видно, оно уже пресыщено. Так, далее VIX. Вот по VIX как раз картина начинает указывать на то, что мы, наверное, не будем очень долго расти, потому что вот этого добития и уход на 15-13, он так и не произошел. И, соответственно, здесь чем дольше он торгуется, ниже не уходит, тем больше топлива набирается для рывка наверх. Так, далее индекс доллара, но здесь у нас нету пробития 91,5. Вот, соответственно, если этого пробития нету, то возникнет отбой и коррекционный отскок на 92,3. Ждем, как на этой неделе будет закрытие, произойдет, не произойдет пробитие. Ну а сейчас весьма вероятно, вот по часовому таймфрейму пошло возвратное движение. Цель этого движения 91,82. А здесь посмотрим, как будет протекать ситуация, то есть будет пробой и уход наверх, либо отсюда отобьется и пойдет пробивать 91,5. Пока больше факторов свидетельствует, что все-таки отсюда пойдет поступательное движение с целью 92,25. Так, друзья, далее золото, часовой таймфрейм. Ну смотрите, 1766 цель сделали. Теперь вопрос заключается в том, будет, не будет закрепление выше 1761. Если такое закрепление будет, то уже завтра мы увидим дальнейший рост, и цель движения будет 1782, возможно 1790. Если мы сейчас вот эту планочку пробиваем, 1761, то по золоту наиболее вероятно откат. Цель этого отката будет уход на 1745. Так, друзья, далее нефть Brent, дневной таймфрейм. Здесь у нас идет борьба, закрепление 66.25. Если закрепится по итогам недели, то следующая неделя роста. Если не закрепится, то, соответственно, уходим консолидироваться в район 63,2, 62,5. Вот сюда вот. Так, ну и часовой таймфрейм. Вот здесь картина, конечно, очень интересная, потому что идет поджатие к уровню 66,9. Вот если здесь сегодня возникнет пробой, то следующая цель движения отсюда может быть на 68,5. Вот. Но здесь по закону жанра должен быть все-таки отбой и движение, цель которого 66,2, 66,15. Вот сюда вот. Ну и в случае пробоя 65,9, 65,7 диапазона пойдет коррекционный откат, цель которого 64,7. Я склоняюсь все-таки к мысли о том, что здесь будет отбой и коррекционный откат вот сюда вот на 66,2. Мне кажется, такой сценарий наиболее вероятным. Но и помним, что завтра фактор пятницы, в пятницу фиксирует прибыль и должна быть просадочка. Так, далее евро-доллар, ключевая характеристика мировых финансовых рынков. Ну смотрите, вот здесь верхняя граница 1,1991. Вот как только она будет пробита и здесь начнется консолидация, мы отсюда можем очень быстро сходить и на 1,2091 и выше. Такие цели у него есть. Сейчас вопрос заключается в том, будет или не будет в результате вот этого коррекционного отката пробития значения 1,1920. Если этого не будет, это очень хорошо, потому что тогда будет собрано топливо для дальнейшего роста. Сейчас на текущий момент евро смотрит уверенно вверх. И, соответственно, здесь вот, ну, наверное, 21.63 в ближайшее время весьма вероятно. Так, ну и четырехчасовик. Вот здесь интересная картинка. 1,1941 уровень, который ранее неоднократно упоминался. Если он сегодня-завтра не пробивается, у нас вот эта вся формация, вот это движение будет набором позиций, который ведет к дальнейшему росту. Так, друзья, далее доллар-рубль, USD Tomorrow, наш призер, наш самый лучший торговый инструмент, самый изумительный, самый восхитительный.
Вот. Но что у нас здесь происходит? Ну, на самом деле, если вы посмотрите вот эту всю разлиновку у меня, то вы увидите, что все движения, которые в последнее время проходили, они были в рамках консолидации немножко такой поджатой 75,5, 77,35. По сути, здесь ничего такого и не происходило, но такие движения за день это просто волшебство. Вот. Здесь опять 77,35 развернул, и на текущий момент рубль-доллар консолидируется в диапазоне 76,2-77,35. Означает ли это то, что рубль будет укрепляться? Локально может быть, но тренд будет на ослабление рубля, потому что геополитические риски и давление, они будут брать свое. Ну и переходя к часовику, у нас сейчас идет движение по доллару-рублю, цель этого движения 76,9. Соответственно, это движение, оно не сработает, если в результате коррекционного отката будет пробитие 76,2, 76,16. Если здесь возникает пробой, то, соответственно, рубль идет укрепляться, цель движения 75-75. Я думаю, такой сценарий маловероятен, более вероятно сейчас движение в район 76,8. Вот. Либо сюда и потом откат и закрытие в районе 76,6. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС, но здесь ситуация, она в чем-то похожа на рубль. РТС сейчас находится по дневному таймфрейму в консолидационном диапазоне. Верхняя граница консолидационного диапазона 145-500. Нижняя граница консолидационного диапазона 139 500. На текущий момент весьма вероятно вот это движение сейчас приведет к пробитию 144 тысячи и будет цель движения 143 тысячи, 142 500. Вот сюда вот. Соответственно, если идет дальнейшее движение и пробой 141 400, то в этой ситуации пойдет более сильное движение вниз, цель которого будет 138. Вроде с санкциями все пистоны израсходовали, и поэтому, ну, наверное, сюда, здесь поконсолидироваться, ну и в пятницу посмотрим, как этот уровень устоит, удержится. А пока, я думаю, сейчас будет движение на 143. Друзья, все основные инструменты. Спасибо за внимание. Успешных торгов. До свидания.